Гризельда Бланка, известная как Ла Мадрина, крестная мать кокаина, Ла Джеффа Босс и Черная вдова, была безжалостной королевой наркокартеля, чье правление в Колумбии длилось почти 5 десятилетий. В индустрии, которой управляет преимущественно мужчина, Бланка имела репутацию хитрого, но свирепого лидера. Родом из Колумбии, Гризельда была пионером незаконного оборота наркотиков в Соединенных Штатах, в частности в Нью-Йорке, и в конечном итоге в Майами. Там она стала одним из самых яростных и влиятельных нарколидеров 70-х и начала 80-х годов, что сделало ее самой богатой женщиной и главой наркокартеля за всю историю. Гризельда Бланка родилась 15 февраля 1943 года в бедных трущобах Картахены, Колумбия. Ее мать была алкоголичкой и подрабатывала проституцией. Они переехали в Медельин, когда Гризельде было около 3 лет. В этом гетто, забитом ветхими хижинами с гофрированными жестяными крышами, убийства были настолько распространены, что дети развлекались, выкапывая ямы, чтобы закопать тела, которыми были усеяны грязные улицы города, и прибегали к мелким преступлениям, чтобы свести концы с концами. Криминальная жизнь Гризельды началась в юном возрасте. Когда ей было 11 лет, она похитила маленького мальчика и, когда его богатые родители не заплатили выкуп, убила его выстрелом в голову. В 12 лет она занялась проституцией и карманными кражами. В возрасте 13 лет она познакомилась с Карлосом Трухильо, который специализировался на создании фальшивых иммиграционных документов и ввозе нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты. Бланка была поражена криминальной смекалкой Трухильо. Вскоре они поженились, и у них родилось 3 сыновей. Но брак продлился недолго. У пары были разногласия по поводу их растущей криминальной империи, что привело к тому, что Гризельда развелась с Трухильо, а затем убила его. Второй муж Бланка, Альберто Браво, был торговцем наркотиками, который познакомил Бланка с этой их сферой. Сначала она занималась торговлей марихуаной, но вскоре переключилась на кокаин, который было легче транспортировать. В 1960-х годах она перевезла свою семью в Квинс, штат Нью-Йорк, скрывая преступные доходы через свою компанию по импорту одежды. Гризельда открыла собственную фабрику женского нижнего белья в Колумбии, которая создавала одежду со скрытыми карманами для контрабанды наркотиков. Изучив азы бизнеса в Нью-Йорке, Бланка с мужем стали ключевыми игроками на наркосцене в 70-х годах в Майами, в который также был вовлечен Пабло Эскобар. В то время как ходили слухи о возможных отношениях между ними как наставника и ученика, он, как сообщается, боялся Гризельды. «Единственная женщина, которой я боюсь, является женщина по имени Гризельда Бланка», якобы сказал Пабло Эскобар. В городе, где наркотики контролировались 5 мафиозными семьями, пара колумбийцев, имеющих прямую связь с источником, имела преимущество. Сначала Бланка заставляла женщин-курьеров прятать в чемоданах небольшое количество кокаина. Но к середине 70-х годов уже ее пилоты летали в больших количествах с наркотиками прямо из Колумбии, принося им миллионы долларов в месяц. Но с ростом клиентов, в число которых входили кинозвезды и известные спортсмены, росло и количество проблем. ФБР провело спецоперацию по захвату фабрики. Гризельда Бланка и Альберто Браво были среди 150 арестованных. Их наркокартель был крупнейшей колумбийской наркоорганизацией из когда-либо обнаруженных. В конечном итоге им было предъявлено обвинение в сговоре с целью производства, контрабанды и распространения кокаина в США. Но обвинительное заключение было предъявлено уже после того, как Гризельде и Альберто удалось скрыться от федеральных следователей и вернуться обратно в Колумбию, где они планировали продолжить свой бизнес. Теплым весенним днем 1975 года самолет Бланка приземлился в аэропорту Боготты после 2-часового перелета из Майами. Колонна длинных черных лимузинов, управляемых экипажем охраны, встретила самолет на взлетно-посадочной полосе и повезла 32-летнюю женщину по пыльным дорогам в сторону колумбийской столицы. Бланка вернулась в свою родную страну, чтобы встретиться со своим мужем и деловым партнером, Альберто Браво, с которым она создала картель, который перевозил сотни килограммов кокаина в США и нанимал почти 1500 дилеров. Ростом всего 150 сантиметров и весом 75 килограмм, широким овальным лицом и заячьим подбородком, Бланка не была фантастически шикарной наркобаронессой. Даже несмотря на то, что ее растущая репутация среди уличных торговцев и правоохранительных органов принесла ей прозвище «крестная мать». Она вернулась в Колумбию, потому что была недовольна своими отношениями с Браво и его управлением и их огромным предприятием. Миллионы прибыли пропали, и Бланка обвинила в этом своего мужа. Поэтому, когда она и ее охрана въехали на парковку ночного клуба за пределами Боготты, она спрятала пистолет в ботинок из страусиной кожи. В конце концов, это была Колумбия, где кокаин и горы денег, которые с ним связаны, были сильнее любой лояльности.
Выйдя из лимузина, Бланка направилась к Браву, который прибыл раньше в Боготу и с нетерпением ждал ее на другом конце участка, поддерживаемый своей собственной командой хмурых головорезов. Почувствовав ярость своей жены, Браво набросился на нее, обвинив ее в том, что она позволила называть себя крестной матерью. Разъяренная Бланка вытащила пистолет и произвела несколько выстрелов в своего мужа. В ответ он также начал стрелять. В рукопашной схватке были убиты 6 телохранителей. Бланка была ранена в живот, но в конце концов оправилась от ран. Ее мужу, получившему пулю в лицо, повезло меньше. В тот момент Бланка устранила не только своего супруга, но и одного из самых страшных игроков в колумбийском кокаиновом бизнесе. Гризельда Бланка взяла под контроль всю их кокаиновую империю. Это был важный шаг в невероятном восхождении Бланка от обедневшей уличной девчонки до, возможно, самой богатой женщины в мире, хладнокровного криминального авторитета, чей кровавый след читается как бульварное чтиво. И в тот день на пыльной парковке в Боготе она получила еще одно грозное прозвище «Черная вдова». В конце 70-х годов вместе с группой головорезов во главе со своим главным помощником Хорхе Риве Аяллой она начала убивать конкурирующих дилеров. В своей абсолютной безжалостности Бланка была уникальна. Если кто-то покупал у нее наркотики и не возвращал деньги вовремя, Бланка убивала его. Если она купила у кого-то наркотики и решила не оплатить, она убивала его. Если она чувствовала, что ее кто-то не уважает, она убивала этого человека. Отдавая приказ о нанесении удара, Бланка распорядилась убить всех, кто находится поблизости, включая женщин и детей. В 1978 году она вышла замуж в 3-й раз за Дарио Сепульведу, с которым у нее родился сын Майкл. Гризельда была большой поклонницей фильмов «Крестный отец» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы с Аль Пачино в главной роли. Настолько, что она назвала своего младшего сына в честь главного героя – Майкла Корлеоне. Она воображала себя женским эквивалентом Великого Дона. В 1980-х годах троица тайно вернулась в Майами, штат Флорида, где Гризельда продолжила свое правление над картелем. Она стала известна как крестная мать кокаина, первый колумбийский наркобарон, экспортировавший кокаин в США и наставник многих будущих наркобаронов. Ее сеть приносила $80 миллионов в месяц. Ее собственный капитал вырос до $2 миллиардов. У нее был особняк в Майами, и она летала на частном самолете. Она пристрастилась к базуке в форме курительного нерафинированного кокаина. Среди ее самых ценных вещей были пистолет-пулемет МАК-10, украшенный изумрудами и золотом, набор жемчуга, который ранее принадлежал бывшей первой леди Аргентины Еве Перрон, и, наконец, чайный сервиз, который когда-то использовала королева Елизавета, тайно вывезенный из Букингемского дворца. Бланка приписывает настройку метода убийства, когда наемные убийцы совершают стрельбу на мотоциклах, что позволяло убийцам легко исчезать с места происшествия. Она была ответственна за большинство убийств в Южной Флориде с 1979 по 1981 года. Она также стояла за смертью в 1982 году 2-летней девочки, которая стала случайной жертвой при попытке убить соперницу. В 1983 году Гризельда убила своего 3-го мужа Сепульведу. К тому моменту пара отдалилась друг от друга из-за неверности и разногласий по поводу опеки. Гризельда всегда хотела, чтобы Майкл, младший сын, был рядом с ней, в то время как Сепульведа хотел отправить сына в школу. Когда она отклонила его просьбу, отец отвез Майкла в Колумбию, где Гризельда нашла их и застрелила Сепульведу в его машине, пока Майкл сидел рядом с ним. Тогда 5-летний мальчик был возвращен своей матерью обратно в США. Гризельда Бланка годами скрывалась от правоохранительных органов, окрашивая волосы в разные цвета, теряя или набирая вес, используя разные имена. Наконец, Управление по борьбе с наркотиками выследило Гризельду Бланка после того, как она переехала в Калифорнию в 1984 году. В феврале 1985 года она была арестована в Ирвайне, городе к югу от Лос-Анджелеса. Поздним февральским днем 1985 года Чарльз Косби сидел в гостиной своего скромного дома в районе Брукфилд-Виллидж в Восточном Окленде и наблюдал, как местный телеведущий объявил по новостному каналу об аресте Бланко. Косби, в то время подросток, который перевозил унции кокаина по углам Восточного Окленда, был поражен, когда ведущий рассказал про кокаиновую королеву, которая перевезла сотни килограммов наркотиков в США. «Я никогда не знал женщину, которая продавала бы наркотики, тем более на таком уровне. Она была миллиардером». Для небольшого наркобизнесмена, такого как Косби, Бланка была образцом того, чего он хотел достичь. По воле случая Бланка была приговорена к 20-летнему заключению и отправлена в федеральную тюрьму строгого режима для женщин в 20 милях от Окленда, недалеко от Чарльза Косби. Когда подруга Косби признала, что когда-то работала дилершей у Бланка, он попросил ее восстановить связь с Гризельдой, и, к его удивлению, она согласилась. Ответ Гризельды не заставил долго ждать. Она дала свое согласие, чтобы он связался с ней. После серии телефонных звонков и писем
Косби впервые встретился лицом к лицу с Бланко во время свидания в тюрьме. Они сели за столик для посетителей и приступили к делу. «Сколько денег тебе нужно?» – спросила Бланко, «чтобы тебе и твоей семье было комфортно». Косби был ошеломлен этим вопросом и нервно сказал сумму, в которой, как он думал, ему откажут – $50 000. Бланко кивнула, и на этом встреча закончилась. 3 дня спустя в доме Косби раздался звонок в дверь. Когда он открыл ее, латиноамериканка с 2 свертками сказала: «У меня посылки от крестной матери». Косби поспешно открыл ящик и обнаружил 50 килограммов кокаина. В течение месяца Косби стал миллионером, который отдавал дань уважения Бланко необычным способом. Каждый раз, когда он навещал ее в тюрьме, Бланко платила охранникам $1500, чтобы они могли провести время наедине в задней комнате. По словам Косби, Бланко была щедрым человеком, покупала подарки ему и его семье, удивляла дорогими бриллиантами, золотыми украшениями, часами Rolex за $20 000. Также купила ему Мерседес за $55 000. Сама же она, находясь в тюрьме во время их встреч, никогда не носила одну и ту же одежду. На ней были дорогие дизайнерские костюмы, укладка и дорогой парфюм. Когда она привела меня в картель, вся система уже работала. Все, что мне нужно было сделать, это летать по стране и встречаться с посредниками. Каждый раз, когда я пожимал руку, я зарабатывал $1 миллион, говорит Косби. Бланко не только взяла Косби в качестве своего протеже. Она доверила ему управлять большей частью своего многомиллиардного бизнеса в Соединенных Штатах. Тем не менее, ее враги осмелели из-за ее долгого заключения. В 1992 году ее сын Освальдо был убит в результате наезда в Медельине. Бланко поклялась отомстить, и убийцы сына были схвачены, подвергнуты пыткам и убиты. Однако на этом проблемы Бланко не закончились. В 1994 году прокуратура начала расследование в отношении ее организации, и что самое ужасное для Бланко, прокурорам удалось заручиться поддержкой Хорхе Риви Аялы, ее помощника и правой руки. Когда Бланко услышала, что ее доверенное лицо против нее, у нее случился нервный срыв. Во время визита в тюрьму весной 1995 года Косби поклялся Бланко: «Мы будем драться с этими ублюдками в суде». «У Риви достаточно грязи на меня», — кричала она, — «чтобы похоронить меня 10 раз». Затем Бланко вытащила крошечный листок бумаги с надписью и сказала передать сыну Диксону. Она планировала похищение Джона Кеннеди-младшего, чтобы использовать сына бывшего президента в качестве разменной монеты для ее освобождения. Вскоре после этого 4 колумбийских похитителей, нанятых Бланко, приземлились в Нью-Йорке рейсом авиакомпании Avianca Airlines из Колумбии. Затем они встретились с Косби, который неохотно прилетел из Калифорнии, чтобы наблюдать за заговором на конспиративной квартире в северной части штата Нью-Йорк. Косби вручил похитителям несколько малокалиберных пистолетов, пообещав от Бланко $5 миллионов наличными. Команда из 4 человек отправилась в район Трайбека, где Джон Кеннеди-младший и его жена Кэролин Бессет Кеннеди жили в просторном лофте. Пока похитители следили за резиденцией Кеннеди, Косби улетел обратно в Калифорнию, чтобы не участвовать в безумном заговоре. Тем временем похитителям не удавалось выследить одного из самых известных жителей Манхэттена. Они даже не смогли увидеть Джона Кеннеди-младшего возле его дома. Через несколько дней они наконец заметили его, выгуливающим собаку, и тихо окружили. Один из похитителей подошел достаточно близко, чтобы погладить собаку по голове. Но прежде чем они успели что-то предпринять, неподалеку проехала машина полиции Нью-Йорка. В то время Косби начал встречаться с блондинкой по имени Эмбер. Когда Гризельда узнала об этом, она наняла киллера, чтобы убить Косби. Но он был не так-то прост. Он всегда выходил из дома только в бронежилете, это была его привычка. Какой-то парень подъехал ко мне на светофоре и разрядил пистолет в меня. Но на мне был бронежилет, он спас меня от 4 пуль, сказал Косби. Вскоре после этого он навестил Гризельду в тюрьме. Она пыталась задушить его, говоря, что видела фотографии. По словам Косби, это был один из немногих моментов в его жизни, когда ему было по-настоящему страшно. После этого пара распалась. Прокуроры вызвали Косби в суд. Он вылетел во Флориду, чтобы дать показания по делу. Он предоставил информацию, которая намеренно занижала охват и прибыль организации Бланко. Я сказал, что она зарабатывает $2 миллиона, хотя на самом деле это было в 50 раз больше. Но с Хорхе Риви Аялой в кармане прокуроры пригвоздили Бланко. В июле 1995 года прокуратура штата Майами-Дейд предъявила ей обвинение в 3 убийствах. Помощник прокурора США Стивен Шлессинджер считает, что она совершила и заказала гораздо больше убийств, чем 3, в которых ее обвиняли. Цитата. «Конечно, десятки. Мы понятия не имеем, сколько убийств она санкционировала в Колумбии. Она законченный социопат. Она убивала людей по первому зову. Она убивала любого, кто ей не нравился, из-за долга, из-за того, что они задержали поставку, или из-за того, что ей не нравилось, как на нее смотрели. Пересечение границы почти всегда приводило к смерти. И Бланко, как говорят, была организатором 240 убийств, соперников по бандам и наркоторговцев. В список ее врагов входили не только главные картели Колумбии,
но и Управление по борьбе с наркотиками и даже Пабло Эскобар. Все еще находясь в федеральном заключении, Бланка была отправлена обратно в Майами, чтобы предстать перед судом по обвинению в убийстве. Ей грозила смертная казнь, но дело против нее сорвалось из-за странного поворота событий. Главный свидетель обвинения, бывший киллер Бланка по имени Хорхе Ривиа Аяла, вступил в интимные отношения по телефону с секретаршей в прокуратуре штата. По сути, это была формальность, но к 1998 году, когда два главных свидетеля обвинения были полностью дискредитированы, дело против Бланка развалилось. В конце концов, прокуратура предложила Бланка сделку, и она признала себя виновной по 3 обвинениям в убийстве 2-й степени. Она была освобождена из тюрьмы в июне 2004 года из-за сердечного приступа и проблем со здоровьем и депортирована обратно в Колумбию. Почти все считали, что на колумбийской земле дни Бланка сочтены. С таким количеством врагов, жаждущих сравнять счет, черная вдова умрет в течение нескольких дней. Однако в конце весны 2007 года была опубликована фотография Бланка, сделанная на мобильный телефон в аэропорту Боготты. Бланка была цела и невредима. Женщина на фото была мало похожа на легендарную черную вдову. Судя по всему, Бланка уже более 10 лет не употребляла кокаин и жила тихой жизнью в Боготте. Без макияжа, окрашенных волос и дизайнерской одежды в свои 65 лет крестная мать была больше похожа на обычную пожилую женщину. У нее были тонны денег, спрятанные на разных банковских счетах, которые так и не были возвращены. И никто не пытался ее искать, потому что прошло 20 лет с тех пор, как она в последний раз нажила себе настоящих врагов. Но глаза оставались холодными, и, глядя на них, нельзя было забыть, что это та самая женщина, поднявшаяся из трущоб Колумбии на вершину криминального мира, убившая 3 мужей и принесшая в жертву своим безграничным амбициям 3 сыновей. И на ее лице, когда она смотрела в камеру, появилась фирменная ухмылка, которая, кажется, говорила: «Я играла в игру, и я все еще здесь. Это значит, что я победила». Гризельда Бланка была застрелена в Медельине 3 сентября 2012 года. Она находилась возле мясной лавки, когда мужчина в маске дважды выстрелил ей в голову, а затем уехал на мотоцикле. Была использована та же схема убийства, которую использовала Гризельда в борьбе с картелями. В это время она была с беременной невесткой, которая не пострадала в результате стрельбы. Гризельде Бланка было 69 лет. Сотрудники правоохранительных органов уже много лет считали Гризельду мертвой. Для всех нас удивительно, что ее не убили раньше, потому что она нажила много врагов, сказал бывший детектив по расследованию убийств в Майами Нельсон Андреу. Когда ты убиваешь так много людей и ранишь так много людей, как она, это только вопрос времени, когда они найдут тебя и попытаются сравнять счет. 2 дня спустя ее тело было помещено в гроб, украшенный золотыми арабесками. Она была похоронена на кладбище Хардинес де Монтесакро, в том же месте упокоения, что и Пабло Эскобар. 2 автобуса, заполненные соседскими детьми из Антиохии, пригорода, в котором Гризельда работала проституткой и торговцем наркотиками и завоевала репутацию убийцы мужей, а также где она раздавала подарки нуждающимся детям на Рождество, приехали, чтобы отдать дань уважения. Что же насчет ее детей? У Гризельды Бланка было 4 детей. У нее и ее первого мужа Трухилью было 3 сыновей: Убер Трухилью, Диксон Трухилью и Асфальдо Трухилью. Все 3 родились до того, как Гризельде исполнилось 21 год. Диксон, Убер и Асфальдо работали наркоторговцами, и все 3 были отправлены в федеральную тюрьму примерно в то же время, что и их мать. Выйдя из тюрьмы, они вернулись в Колумбию. Убер и Асфальдо были убиты. Сообщается, что Диксон также умер, хотя некоторые источники утверждают, что он все еще жив или, по крайней мере, пережил свою мать. Самый младший, 4-й сын от 3-го мужа, Майкл Корлеоне Бланко, стал звездой реалити-шоу «Картель Крю», в котором он утверждал, что начал работать на кокаиновый бизнес своей матери, когда ему было 12 лет. После ареста Гризельды в 1985 году он вел тихую жизнь с родственниками, путешествия между Колумбией и США и останавливаясь рядом с исправительным учреждением своей матери в Калифорнии. После смерти Бланко в 2012 году он решил изменить свою жизнь и не идти по ее стопам. Когда мне позвонили, я узнал, что моя мать мертва. Я понял, что наша прежняя картельная жизнь полностью закончилась. Я должен был сделать выбор прямо здесь и сейчас. Я должен был развиваться и становиться другим человеком, чтобы разорвать эту связь, чтобы моим детям не пришлось жить той жизнью, которой жил я. Это было нелегко и по сей день мне очень тяжело. Сегодня Майкл владеет брендом одежды Pure Blanco. Что касается присутствия его матери в поп-культуре, он работал над несколькими проектами о ней. Гризельда Бланко была грозной и авторитетной фигурой, которой никто не смел мешать. Наркобаронесса, управлявшая огромной колумбийской кокаиновой сетью, устраняла всех, кто вставал на ее пути. История ее мрачной, но впечатляющей жизни стала основой для фильмов, в одном из которых Гризельду сыграла Кэтрин Зета-Джонс. 25 января 2024 года Netflix выпустил сериал о наркобаронессе,
где главную роль сыграла София Вергара.